Привет всем! Немногие знают, что несмотря на свою мелководность, много лет назад харьковские речки были судоходными, а речной транспорт пользовался большой популярностью у жителей и гостей города. Архивные документы подтверждают, что реки Харьков и Лопань никогда не были полноводными. С давних времен уровень воды в них поднимали с помощью плотин. До 1918 года на реке Харьков в городской черте насчитывалось несколько плотин. В годы Гражданской войны они были разрушены, и уровень воды значительно упал. Поднять его удалось только в 1921 году благодаря плотине в районе Подольского моста, которую построили для нужд Харьковской электростанции. С 1928 года власти стали уделять повышенное внимание судьбе этих рек. Водным комитетам были поставлены задачи по благоустройству водных артерий. Решено было начать строительство 3 плотин в городской черте и 19 водохранилищ в области. В 1932 году завершили строительство 2 плотин. Это позволило сделать участок реки от Подольского моста до кожзавода судоходным. Маршрут быстро стал популярным. Городские власти даже ввели новые остановки трамвая и автобуса около Харьковского и Подольского мостов. Были построены и другие гидротехнические сооружения: дамба на Павловке, подпиравшая Алексеевское водохранилище, и дамба на Журавлевке, а вскоре закончилось строительство 3-й плотины Гончаровской. Воодушевленные первыми успехами, власти решили превратить Харьков в водный город. Для этого предусматривалось 2 плана работ – большой и малый. Согласно малому, за 3 года предполагалось очистить, углубить и промыть основные реки города. После реализации большого плана воды Северского Донца должны были потечь вспять и влиться через Уды в реку Харьков, обеспечив судоходство вплоть до Азовского и Черного морей. Для осуществления этого проекта в районе Кочетка собирались построить водоем, равный 1/3 моря на Днепрогэсе. Работы по обводнению городских рек были включены в проект Генерального плана реконструкции Харькова, представленный Институтом Гипроград на утверждение в 1936 году. К 1937 году планировали построить 15 пристаней. Также было начато строительство Даниловского водохранилища, которое должно было давать харьковским рекам 24 миллиона кубометров воды. К 1941 году были отрегулированы русла реки Лопань от Гончаровской плотины до Бурсатского спуска и реки Харьков от Устья до Подольской плотины. Осуществлению дальнейших планов помешала война. В те годы было не до расчистки рек. К очистке водных артерий вернулись много позже. За несколько лет до развала СССР Харькову были выделены деньги на то, чтобы расчистить реки и сделать их судоходными. Предполагалось построить каскад плотин и шлюзов на реках Уды и Северский Донец. В те годы верилось, что большая вода придет в Харьков из Дона и Днепра. Из Днепра тянули огромную трубу с добавочной водой в реки Харьков. Не довели всего 80 километров. Судоходство по харьковским рекам возобновили в 1996 году. Тогда в город привезли теплоход, построенный в 1975 году на Московском судоремонтном заводе. Теплоход под названием «Ласточка» около 20 лет бороздил воды Днепра, а в Харькове начал катать всех желающих по реке Лопань. Ориентировочно до 1996 года этот теплоход звали иначе – Павлик Морозов. Ну а в Харькове он был известен как «Ласточка». Это пассажирский скоростной речной теплоход типа «Заря». Его часто называли речным трамваем, речным автобусом.
Он был единственный на весь 1,5-миллионный Харьков прогулочным теплоходом в новейший период его истории. От места слияния рек Харьков и Лопань теплоход ходил до Бурсатского моста и, развернувшись, возвращался к пристани. Длина его маршрута составляла всего 5 километров. Почти десятилетие «Ласточка» начинала 1 мая харьковскую навигацию. Стоит обязательно заметить, что теплоход «Ласточка» был перевезен в Харьков усилиями Александра Евгеньевича Сазонова. Работы по восстановлению велись на реке Харьков за Чигиринским горбатым мостом. Там же теплоход и переоборудовали. Спустя месяцы напряженной работы отремонтированный и переоборудованный теплоход был проведен под мостами вниз по специально спущенной для этого реке Харьков через Гончаровскую плотину и занял свое место у построенной в 1930-х годах гранитной пристани на Пролетарской, сегодня Сергиевской площади. Еще пристань известна как пристань «Ласточка». У теплохода, когда он прибыл в Харьков, осадка была 17-20 сантиметров. Из него выбросили двигатель на 1000 лошадиных сил и поставили на 60. Этого хватало. Одной из преград для «Ласточки» служил старый подвесной рыбный мост у нового цирка. Вначале планировали его убрать или поднять на 1,5 метра, что и было осуществлено в 2010 году. Мост заменили новым. В данном случае теплоход смог бы удлинить свой путь до Харьковского моста. Но преграду при жизни теплохода так и не одолели. Тем не менее, известна попытка удлинения маршрута до Дворца водных видов спорта, ныне Акварена, что на север за Бурсатским мостом. С 1950-х годов XX века реки Харькова оставались несудоходными. С появлением теплохода «Ласточка» впервые в новейшей истории Харьков хоть и непродолжительное время, но все-таки стал судоходным. Однако более важна практическая значимость «Ласточки». Реки Харькова были значительно очищены за время ее курсирования, пришла рыба, появились ондатры. Исчез неприятный запах на набережных, вызванный застоем воды в реках, а также миновала опасность подтопления близлежащих к реке домов. Русло реки было углублено до 3 метров. Первого апреля 2005 года
В результате пожара теплоход практически полностью сгорел. Высказывались предположения поджога, однако возможность его восстановления все же сохранялась. Новый владелец, фирма «Эталон», решила иначе. «Ласточка» была увезена, а вместе с этим город потерял свой судоходный статус. Некоторое время теплоход ржавел на сортировке, проданный как металлолом. В 2008 году «Ласточка» была выкуплена директором базы отдыха «Пролесок» и перевезена на Большую Воду в Старый Салтов. После смерти директора базы отдыха уже отремонтированный теплоход перегнали ближе к Салтовской дамбе. Во время зимних стоянок 2009, 2010, 2011 годов «Ласточка» стояла в районе базы отдыха «Коммунальник», а летом 2010 в районе городского пляжа поселка Старый Салтов. В это время, кроме своего прямого назначения, транспортное средство обзавелось кабаком и комнатами отдыха. Так во всяком случае гласит байка. На площадке онлайн-объявлений в 2021 году продавали теплоход «Ласточка» за 1 миллион 700 тысяч гривен. При этом цена была указана как договорная. Приобрести «Ласточку» мог любой желающий. Сейчас объявления о продаже уже нет. Как указывалось в объявлении, судно реконструировано, оснащено системами автономного электропитания и видеонаблюдения, а также охранной, пожарной и аварийной сигнализацией. На борту оборудована сауна, санузел, 3 спальных каюты, кают-компания с камином и кухня. В 2011 году к Евро-2012 точно на месте стоянки «Ласточки» у Лопанского моста была открыта лодочная станция, уже существовавшая в 1930-х годах под новым названием «Ласточка». За 2 года до этого, в 2009-м, городские власти Харьковского горсовета рассматривали вопрос о пуске по рекам речного трамвая, но до настоящего времени он так и не появился. В общем, сейчас теплоход «Ласточка» находится в частных руках. А вспоминаете годы, когда теплоход плавал по рекам Харькова? Изнутри обивкой он напоминал купейный вагон. Был привычный ряд лавочек и столиков. Запомнился действующий бар, в котором минеральная вода в бутылке стоила в 3 раза дороже, чем в магазине. А некоторые харьковчане, которым посчастливилось поплавать на «Ласточке», солидарны во мнении, что, например, Покровский собор с реки Харьков выглядит несколько иначе. Последние 2 года до пожара «Ласточка» не плавала. Хозяин теплохода говорил, что прогулки по Лопани не окупаются. К тому же в речке часто спускают воду, и корабль почти весь год стоит на мели. В наше время снова обострилась проблема мелко- и маловодья харьковских рек, которую следует решать не механической прочисткой, со временем все равно засоряющегося русла, а возобновлением судоходства.